Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас во второй части видео про сервер Gigabyte на процессорах Ampere Altra. В первой части видео мы с вами посмотрели на конструктивные решения, которые увидели в этом сервере, а также обсудили то, насколько компании Gigabyte удалось реализовать весь потенциал этих интереснейших камней в своей конкретной серверной платформе. Если вы не смотрели первое видео, то ссылочка, аннотация отсылает вас на него. А для тех, кто пришел сюда после просмотра первого видео, я желаю приятного просмотра. Мы завели сообщество сервер Flow Telegram. Там будут новости и обсуждения в одном месте. Можете подписаться. Установили в сервер 16 планок Samsung объемом по 64 мегабайта с частотой максимальной для этого сервера 3200. Забили все каналы памяти, забили все дублирующие каналы, получили, в общем-то, 1 терабайт. Сейчас предлагаю быстренько пробежаться по настройкам BIOS, не будем углубляться в каждую из них, просто пробежимся, посмотрим, что у нас есть, посмотрим какие-то интересные пункты, которые отличаются от стандартных серверов, и будем потихоньку двигаться к нюансам установки операционных систем и оттуда к бенчмаркам. На вкладке Main у нас, в принципе, все стандартно, у нас есть модель сервера, есть Project Name, всякая информация сервисная, которая нас, в общем-то, не сильно интересует. Также мы тут видим название нашего процессора Ampere Altra Max M12830, количество его ядер и частоту. Также у нас на вкладке Main находится, собственно, объем нашей памяти в 1 терабайт и ее частота. Во вкладке Advanced тоже достаточно много настроек, но тут пока что все плюс-минус стандартно. Если вас интересуют какие-то конкретные разделы, вы можете перейти на сайт Gigabyte. У них там есть мануал, в котором супер подробно расписаны все настройки. Мы сейчас в быстром формате все пролистываем. Пункт x86 Emulator Configuration. Тут у нас два варианта: Disable и Enable. Видимо, сервер как-то может эмулировать x86 архитектуру, но, в общем-то говоря, ни в BIOS, ни в мануале сервера, ни на сайте нигде не указано, как это работает и работает ли это в принципе. PCI Subsystem Settings. Тут у нас такие глубокие настройки PCI слотов. Также быстро это пролистаем, не будем останавливаться конкретно на каждом из пунктов. Есть вкладка по репортам всяческих ошибок с их настройками. USB Configuration. Тут мы видим USB контроллер, USB девайсы, которые у нас подключены. Также у нас есть возможность настроить сеть на этом сервере, что вполне привычно. AP Configuration. В пункте NVMe Configuration мы видим все наши 4 слота. У нас сейчас установлено 2 диска Intel. Тут, соответственно, пишется их объем и их серийный номер. Пункт Graphic Output Configuration. Тут мы можем выбрать Onboard Device, External Device. Этот пункт отвечает за выбор графического адаптера, который будет выводить изображение. Правда, как сюда встроить графический адаптер с видеовыводом и зачем это вообще кому-то нужно будет, история умалчивает. Снизу мы видим, отображаются настройки нашей сетевой карточки, которая у нас впаяна на материнской плате i350. Первый порт и второй порт. Ну и во вкладке Driver Health мы также можем видеть их состояние, что с ними у нас все в порядке. Avago UEFI SAS Driver тоже у нас healthy, правда контроллера у нас нет, он ставится на версии сервера с SATA SAS бэкплейном. Переходим во вкладку с настройками чипсета. Тут у нас есть вкладка CPU Configuration, мы видим количество ядер. Мы можем вручную вписать количество работающих ядер, кратно 2, по-моему, там можно буквально от 2 до 128 вручную вбивать. И насколько корректно это все будет работать, неизвестно, но такая возможность есть. Также различные настройки работы с L-кэшем и другие аспекты, которые нам, в общем-то, слабо интересны. Пункт RAS Configuration, также пролистываем. Memory Configuration, тут мы опять же видим объем нашей установленной оперативной памяти, видим объем эффективной памяти, кто-то своровал у нас гигабайт, скорость памяти 3200. И что удивляет в этом сервере, в отличие от большинства других серверных плат, у него есть возможность выбирать в мануальном режиме частоту работы оперативной памяти. Также есть еще более глубокие варианты настройки оперативной памяти, мы их с вами пролистываем и идем дальше. NVDIMM Configuration, соответственно, эта платформа у нас также поддерживает модули оперативной памяти NVDIMM. И внизу мы видим все наши планки, которые установлены в данный сервер, 16 штук.
настройки Serial порта, вкладка с настройками PCI-Express. Из плюсов тут есть настройка бифуркации в мануальном режиме. Это может быть очень удобно, если вы будете интегрировать слоты X16, либо же даже слоты X8, какие-нибудь, например, M2 переходники, и система не сможет корректно интерпретировать то, что вставлено в этот переходник. Вы сможете бифурцировать ее в режиме 4+4 на 2 переходника, и все это будет у вас корректно работать. Ну и если мы заходим в каждый конкретный слот, тут мы можем выбрать все режимы бифуркации, которые нас могут заинтересовать. Ну и последняя вкладка Power Policy. Тут мы можем выбрать режим питания сервера. Мы, естественно, поставим Best Performance, чтобы не опозориться дальше в бенчмарках. Также вкладка с настройкой BMC. Тут все стандартно. В принципе, ничего того, что может нас удивить или как-то заинтересовать. Также вкладка Security. Тоже никаких сюрпризов мы тут не видим. Вкладка Boot. Также все абсолютно стандартно. Ну и вкладка Save Exit. Тут тоже все абсолютно базово. Никаких нюансов, ничего интересного. По настройкам BIOS мы кратенько пробежались. Теперь предлагаю поговорить о операционных системах, о том, как они на этот сервер встают и на каких операционных системах мы сегодня будем его гонять. Естественно, самым приятным, самым быстрым для проведения всех бенчмарков, самым показательным вариантом является Windows 11 ARM Edition. С установкой этой операционной системы на прошлые сервера на наших обзорах от компании Huawei возникали некоторые трудности. Taishan 100 в принципе отказался есть этот образ. Taishan 200 попытался его проживать, но в моменте он запнулся на одном из разделов и оставил все надежды на то, что эта система сможет инсталлироваться на него. С этим же сервером у нас не возникло абсолютно никаких проблем в области установки Windows под ARM. Сюда встала спокойнейшим образом Windows 11 ARM Edition. Помимо десктопной версии мы также скачали серверную версию винды под ARM 2025 года. К сожалению, в открытом доступе ее достать невозможно. Но если сильно захотеть, можно отрыть пару слитых образов. И, собственно, мы так и сделали. Накатили ISO-шник на такую флешечку. И, собственно, абсолютно успешно, без каких-либо трудностей, винда встала, нигде не запнулась и установилась на этот сервер. Ну и при выборе того, на какой операционной системе нам, собственно, проводить все бенчмарки, которые у нас сегодня будут в видео, мы приняли решение воспользоваться все-таки десктопной виндой, Windows 11 под ARM, потому что это официальный образ, уже готовый, с ним потенциально должно возникнуть намного меньше проблем, чем с какой-то слитой версией Windows Server. Ну и, в общем-то, предлагаю бутиться в нашу операционную систему. Забутились мы в нашу ARM-винду, и я могу вам сразу сказать то, что операционная система достаточно корректно интерпретирует наш процессор, с этим не возникают каких-то конкретных трудностей и проблем. Мы в свойствах компьютера видим, что у нас Ampere Altra Max процессор, видим частоту, также видим то, что весь объем оперативной памяти у нас корректно отображается. Но, конечно, есть небольшая ложка дегтя во всем нашем запуске бенчмарков. Мы, конечно же, немножко прогнали их вне кадра, для того, чтобы понимать, что нам вообще предстоит обсуждать. И некоторые бенчмарки ведут себя немного не так, как хотелось бы. Об этом мы конкретно об каждом бенчмарке поговорим позже, насколько результаты в них будут релевантны. Сравним с теми данными, которые у нас есть, сравним с открытыми данными в интернете. Начнем мы с AID64, посмотрим, что она нам вообще выводит, какую информацию. По поводу CPU она нам пишет то, что у нас два 64-ядерных процессора. Ошибка, видит материнскую плату. И, в общем-то, что нас больше всего интересовало в тесте AIDы, это тест скорости памяти. Все-таки 1 терабайт, современной быстрой памяти 3200 МГц. Было бы, в общем-то, достаточно показательно глянуть, что он нам выдаст. Но, к сожалению, при запуске этого теста он просто бесконечно висит и не выдает ни одно из значений, поэтому переходим дальше. Ну и следующий бенчмарк, который мы запустим, это у нас Geekbench 6. Он видит то, что в нашей системе установлен один процессор на 128 ядер, но, к сожалению, эта версия Geekbench и другие, которые мы поставили, не сильно корректно работает с этой операционной системой и с нашим процессором, и выдает он, скажем так, не совсем те показатели, которые хотелось бы видеть, но мы все равно его проведем, зафиксируем, что у нас есть на данный момент, ну и по завершению бенчмарка получаем результат 1115 баллов Single Core, 11431 балл Multicore. По информации, которую можно было найти в открытых источниках, по прогонам, которые делали другие люди на подобных процессорах, могу сказать то, что эти значения, они не сильно корректны. Значение Single Core еще как-то сравнимо с тем, что у нас, по идее, должно было выйти, но вот
Мультикор, насколько я понимаю, должен быть в районе 40-50 тысяч минимум. Так что Geekbench не сильно успешно справился с интерпретацией нашего процессора и его полным задействием в стресс-тесте. Ну и переходим к CPU-Z. Видим то, что он распознал модель нашего процессора, количество ядер. Видим то, что он знает, какие инструкции встроены в наш процессор, выводит частоту ядер, размер L1, L2, L3 кэшей и предлагаю перейти к бенчмарку. И тут с первых секунд мы сразу видим значение в мультикоре чуть больше 40 тысяч. Я вот сейчас смотрю на наш прогон с процессором AMD EPYC 9554, и он в свою очередь выдавал нам 41 тысячу баллов в мультикоре. И в принципе, учитывая, что это 64-ядерный 128-поточный процессор x86, который на минуточку стоит кратно дороже, чем наш сегодняшний подопечный Ampere Max, можно, в общем-то, делать уже первые выводы о том, что в многопотоке этот сервер абсолютно полностью отрабатывает свои деньги. Этот процессор делает все, что от него требуется в плане многозадачности и многопоточных вычислений. Значение Single Core, конечно, нас не сильно радует. С таким количеством ядер это неудивительно. Мы тут получили 331 балл. В то же время 9554 EPYC выдавал нам 516. Ну и на самом деле разница не многократная. Это уже тоже о чем-то говорит. О том, что даже в режиме однопоточности этот процессор выдает вполне себе адекватные результаты за свои деньги. Ну и продолжаем идти по бенчмаркам. Запустили Cinebench 2024. Видим, что он точно так же определил модель нашего процессора, количество его ядер. И по загрузке этих самых ядер мы уже можем сделать выводы, что он, в общем-то, вполне неплохо нагружает нашу систему. И результат, который выдаст этот бенчмарк, должен быть достаточно релевантен. И пока бенчмарк в разгаре, мы как раз таки посмотрим по BMC, как чувствует себя наш сервер. Перешли в оболочку BMC, зашли во вкладку с сенсорами. Видим обороты вентиляторов на отметке 8100 оборотов в минуту. Видим температуру ядра. Также из показательных данных мы тут видим CPU Power, который у нас держится на отметке 156 Вт. При максимальном потреблении этого процессора в 250 Вт. И видим, собственно, саму температуру нашего процессора около 68-69 градусов. При этом вся система у нас потребляет около 325 Вт на данный момент. Но из этой информации мы делаем очевидный вывод, что камень все еще не работает на максимум, хотя его загрузка по показаниям винды у нас 100% на каждое ядро. Ну и это нам еще раз говорит о том, что этот сервер, этот процессор создан для того, чтобы размещаться в крупных облачных провайдерах, для того, чтобы это все распиливалось на большое количество виртуалок, чтобы это все работало, возможно, из-под Linux, где крупные ребята, которые сотрудничают с Ampere, получали свои дрова, делали полную оптимизацию под свои приложения и там, где это все могло задействоваться на полную мощность и выдавать всю производительность, за которую мы, собственно, и заплатили. Завершили прогон и получили мы 2729 баллов. И при этом хочу я вам сказать, то, что при прошлом прогоне тестовом мы получили изначально 3500 баллов. Но это опять говорит нам о неидеальной оптимизации такого решения под использование какой-то одной операционной системы десктопной. Но если мы поговорим про полученные попугаи, исходя из первого нашего прогона 3500, и сравним это опять же с процессором AMD EPYC 9554, его результат, который мы фиксировали ранее в своих тестах, это 4830 попугаев. AMD EPYC 9554 4800, наш процессор Ampere Altra 3500. Тут он уже, конечно, немного отстал, но все еще эта разница некратная, и все еще Cinebench может более-менее показать нам общую производительность нашего камня. Но если сравнивать наш результат с тестами, которые есть в открытом доступе, в открытых источниках, мы видим то, что плюс-минус такой же производительностью обладает, например, AMD Threadripper 7970X, он выбивает 3685 попугаев. Apple M3 Ultra, который тоже является ARM процессором, с которым нам бы тоже было достаточно интересно сравнить, наш камень выбивает 2500 баллов, в то время как наш Ampere выбивает 3500. Ну и если сравнивать с десктопными процессорами, например, AMD Ryzen 9 9950 выдает 2400 баллов. Ну и прогоним по Smart, он, в общем-то, тоже будет достаточно показателен в плане производительности нашего процессора. Прогоним Bench и сравним с теми данными, которые мы получили в Cinebench. Ну и получили
72 тысячи баллов. Ну и давайте сравнивать с тем, что мы имеем на официальном сайте Passmark. С какими процессорами его можно сравнить максимально близко. 73 892 балла набирает AMD EPIC 9334. Apple M3 Ultra набирает 73 700 баллов, что, в общем-то, вполне близко к тому результату, который мы получили в Cinebench. Соответственно, делаем вывод, то, что результат, который нам выдал Passmark, он, в общем-то, вполне релевантен. И мы можем брать его за пример и сравнивать с более популярными, более привычными моделями процессоров, которые мы все с вами имеем. Также мы можем сравнить с результатом Ryzen 9950X3D. Тут он выбил уже более близкие значения к нашему процессору. Он набрал 70 200 баллов. EPIC 7662 и Ryzen 9950X3D. Они, в принципе, достаточно близки по цене к стоимости нашего процессора и, в общем-то, выдают плюс-минус те же попугаи. Это еще с тем учетом, что платформа не сильно оптимизирована, как я уже говорил, под подобные тесты. Ну и, переходя к выводам, можем сформировать два мнения по поводу самих процессоров и по поводу конкретной платформы в исполнении от Gigabyte. Что можно сказать по поводу процессоров? Если сравнивать опыт взаимодействия с Ампером и сравнивать то, что мы получали с, например, Kunpeng, эта платформа, можно сказать, намного более юзер-френдли. Тут имеется больший plug-and-play, намного меньше заморочек в плане операционных систем, их подбора и установки. Также эта система намного более открыта, скажем так, к внешнему миру, чем Huawei с их серверами, которые сделаны для внутреннего китайского рынка. И эти процессоры можно покупать и пытаться потихоньку внедрять в свои инфраструктуры. Что же по поводу самой платформы от Gigabyte, того, как она исполнена и что она нам, в общем-то, предлагает. Конструктивное исполнение сервера, то, как он продуман и сконструирован с инженерной точки зрения, в общем-то, у нас не вызывает никаких вопросов. Все сделано грамотно. Мы не видим каких-то подводных камней в плане охлаждения, в плане подключения тех же видеокарт, которые тут как бы во главе всей системы стоят, потому что это все же GPU-сервер. В него мы можем установить 4 видеокарты уровня A100 или даже H100, спокойно получить с него более 300 гигабайт видеопамяти. Также эти сервера просто отлично вписываются в большие кластеры. Вы можете взять буквально с десяток таких серверов, все это дело завести в вашу инфраструктуру, отдельно у вас будут какие-то сервера со сториджем, и все это дело будет стабильно работать и не будет вызывать каких-то вопросов. Конечно же, если вы свыкнетесь и сработаетесь, скажем так, с ARM-архитектурой и какими-то ее нюансами. А мы продолжаем изучать тему ARM-серверов, их использование в повседневных задачах. У нас на канале уже выходило видео с Taishan 200, на котором мы запускали эмулятор Android на этой системе, в общем-то, вполне успешно. Также у нас готовится кейс по запуску 1С на ARM-сервере Huawei Taishan, и, в принципе, все это дело достаточно адекватно работает, и это действительно можно использовать даже с такими целями. ARM-архитектура развивается и переходит от использования зачастую в мобильных устройствах уже в большие серьезные серверные платформы. Все это дело используется большими компаниями, активно внедряется, и платформа жизнеспособна, она будет развиваться все дальше и дальше. С годами мы будем видеть только больше всеразличных решений. Ну и в свою очередь мы гарантируем, что мы будем продолжать доставать интересное железо, чтобы показывать и рассказывать о нем вам. На этой ноте мы с вами заканчиваем. Благодарю вас за просмотр, за вашу активность, лайки, комментарии. Комментарии нам зачастую очень сильно помогают. Вы пишете много интересных вещей, много идей по поводу подобных серверов. Если у вас есть какие-то умозаключения, какие-то предложения по поводу того, что мы можем сделать с этим сервером, что мы можем сделать с серверами Huawei прошлого поколения. Мы видим ваши комментарии, мы к ним прислушиваемся и стараемся максимально реализовать то, что вы нам предлагаете. Всем спасибо, всем пока!